Здравствуйте! Меня зовут Ольга Бадмахалгаева. И сегодня моя лекция посвящена теме «Межкультурная коммуникация. Диалог культур как основа мирового развития и прогресса». Тема очень сложная, но интересная. Поэтому прошу быть внимательным, конспектировать и желательно дослушать до конца. С самого начала предлагаю разобраться с терминологией. Термин «межкультурная коммуникация» относится к обмену знаниями, идеями, мыслями и эмоциями между людьми из разных культур. Первое определение межкультурной коммуникации предложили еще в 1972 году американские ученые. Согласно этому определению, межкультурная коммуникация – это такой вид коммуникации, в котором отправитель и получатель принадлежат к разным культурам. В толковом словаре русского языка Ожегова межкультурная коммуникация охарактеризована как совокупность достижений человечества в производстве, общественной и умственном отношении. Существуют и другие определения межкультурных коммуникаций. В целом, если основываться на различных подходах к существующим определениям, можно сделать вывод, что межкультурная коммуникация – это особая форма коммуникации между двумя или более представителями различных культур, в ходе которой происходит обмен информацией и культурными ценностями. Межкультурная коммуникация – это сложное, комплексное явление, которое включает разнообразные направления и формы общения между отдельными индивидами, группами, государствами, относящиеся к различным культурам. Процесс культурной коммуникации есть специфическая форма деятельности, которая предполагает знание иностранных языков, материальной и духовной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных установок, мировоззренческих представлений и так далее, в совокупности определяющих модель поведения партнеров по коммуникации. По мнению российской исследовательницы взаимодействия культур Халеевой, межкультурная коммуникация – это совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. В процессе своего существования культура постоянно обращается или к своему прошлому, или к опыту других культур. Это обращение к другим культурам получило название межкультурной коммуникации. Культура и коммуникация тесно взаимосвязаны. Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама подвергается ее влиянию. Читая, слушая, наблюдая, обмениваясь мнениями или новостями со знакомыми или незнакомыми людьми, мы влияем на свою культуру. И это влияние становится возможным посредством той или иной формы коммуникации. Межкультурная коммуникация включает многообразные формы, виды и типы общения между людьми, культурами, расами, этническими группами, религиями и субкультурами внутри больших культур. Современное коммуникативное пространство представляет собой довольно сложную систему, в которой одно из основных мест принадлежит различным видам коммуникации. Это обусловлено тем, что в различных ситуациях и обстоятельствах человек ведет себя по-разному. И тем самым в каждом отдельном случае взаимодействует с другими людьми особым образом. Наблюдение и исследования в области межкультурной коммуникации позволяют сделать вывод, что ее содержание и результат во многом зависит от господствующих в какой-либо культуре ценностей, норм поведения, установок и тому подобное. Поэтому людям на практике, соприкасающимся с представителями иных культур, очень важно учитывать именно те особенности, которые характерны для определенного вида или типа культур. Примеры межкультурного взаимодействия
мы сейчас проведем. Между культурами существует различие в том, как и какие средства коммуникации используются при общении с представителями других культур. Культура – это продукт миллионов разумов, отфильтрованы сотнями поколений и представлены в виде устойчивых ценностей, верований и моделей общения. Зная особенности, можно построить коммуникационную модель, которая позволит успешно общаться с представителями других культур. Мышление и поведение разных народов никогда не станут одинаковыми. У каждой культуры своя логика, свое представление о мире. То, что значимо в одной культуре, может быть несущественно в другой. Поэтому важно всегда с уважением смотреть на своего партнера с иной культурой. Он действительно другой, и это его право. Уважение к нему стоит в заинтересованности и в знании некоторых особенностей жизни его страны. У каждого народа разные приоритеты в еде, в одежде, в толковании времени и пространства. Так, например, в Соединенных Штатах Америки опоздание на важную встречу расценивается как отсутствие интереса к делу или даже оскорбление для партнера. В Латинской Америке опоздать на 45 минут – это обычное дело. Западноевропейская культура четко измеряет время, и опоздание тоже рассматривается как провинность. Мы все с вами помним высказывание Людвига XIV «Точность, вежливость королей». У арабов и в Азии некоторых стран опоздание никого не удивит. В арабских странах перед ведением серьезного дела необходимо потратить кое-какое время на произвольные беседы. У них так принято. Арабы рассматривают точные сроки как личную обиду. Эфиопы смотрят на то, что делается долго, как на очень престижное дело. Чем дольше, тем, соответственно, лучше для них. Если говорить о пространстве, то латиноамериканец и европеец в обычной обстановке рассматривают, разговаривая на различном расстоянии. Допустим, латиноамериканцы располагаются при разговоре очень близко друг к другу. Европейцы же, наоборот, выдерживают расстояние на вытянутой руке. И если сократить это расстояние между партнерами, то это воспринимается как проявление агрессии. Подмигивание у северных американцев обозначает, что им что-то ужасно надоело. Или оно становится знаком флирта. Если нигерийцы подмигивают своим детям, для тех это знак выйти из комнаты. А в Индии и Таиланде подмигивание будет рассмотрено вообще как оскорбление. Есть еще другой пример. Для нас привычно при приветствии на расстоянии помахать рукой из стороны в сторону, но в Северной Америке такой жест обозначает прощание. В Центральной Америке или Африке таким движением останавливают машину или вообще подзывают к себе кого-либо. Западные бизнесмены стараются вести свои переговоры в конфиденциальной атмосфере, с глазу на глаз. В арабской культуре в помещении присутствуют другие люди. И на просьбу поговорить в иной обстановке араб лишь приблизится к партнеру своему лишь головой. В Китае и в Японии утверждают то, что старших нужно почитать и уважать. Они занимают высокое положение в обществе. Тогда как американцы стремятся продемонстрировать равенство. Американские инструкции требуют, чтобы американцы фотографировались с представителями Азии только сидя, чтобы не было видно их доминирования по росту. В прямолинейной американской культуре существует табу, запрещающее называть физические недостатки другого человека. Возможно, это обусловлено
постоянным стремлением американцев всегда быть в отличной, молодой форме и чувствовать себя великолепно и энергично. Различные культуры имеют разные правила обмена информацией. Представитель восточной культуры, которая более закрыта, может принимать решения достаточно долго, как это делают, например, японцы и китайцы. У японцев вообще есть еще одна такая любопытная особенность, которая часто вводит многих бизнесменов в заблуждение. Они принципиально не могут сказать категорически слово «нет», придумывая всевозможные учтивые обороты. Еще могу привести один пример с рукопожатием. Только в 20-м столетии рукопожатие стало приемлемым во всем мире. В прошлом такой прямой физический контакт считался во многих культурах не совсем приличным. Китайцы в настоящее время по возможности избегают телесных контактов с незнакомцами. Для них крепкое рукопожатие также не принято, как для европейцев и американцев, похлопывающих по плечу, обозначающих «будь здоров». При встрече с партнерами из Азии не следует сжимать им ладонь очень сильно и долго. Западноевропейцы и американцы не любят, наоборот, вялых рукопожатий, поскольку в их культуре очень ценят атлетизм и энергию. Им следует подавать руку энергично, сильно, и кроме еще того, принято при рукопожатии сцепленные руки покачивать от 3 до 7 раз. Если мы говорим о себе, то мы всегда показываем пальцем в область груди. Но это покажется японцам странным жестом, так как в таких случаях они прикасаются к носу. Однако различные формы влияния человеческих эмоций нередко имеют специфический характер. Например, смех во всех западных странах ассоциируется с шуткой, с радостью, с весельем. В Японии смех является признаком смущения и неуверенности. И поэтому иногда возникают ситуации недопонимания, когда европеец сердится, а японский партнер, смущаясь, начинает улыбаться. И если европеец не знает такой особенности японской культуры, то может просто подумать, что над ним смеются. Поэтому очень важно при переговорах знать такие особенности. Сколько народов, столько разных культур, языков, форм поведения, правил этикета. Сегодня ни один человек не может ограничиться рамками одной культуры. Иначе от него закроется весь мир. С необходимостью адаптации к новым культурным условиям всегда сталкиваются многочисленные туристы, бизнесмены, ученые, иностранные студенты, сотрудники иностранных компаний, дипломаты и те, кто непродолжительное время выезжает за рубеж и вступает в контакт с чужой культурой. Следовательно, для успешного контакта и коммуникациями с представителями различных культур необходимо иметь представление о национальных различиях, а также проявлять уважение и терпимость к культурным национальным особенностям. Основным итогом адаптации человечества к чужой культуре является приобретение им умений и навыков поведения для действий в конкретных житейских ситуациях новой культуры. Полная адаптация человека к чужой культуре означает, что все аспекты коммуникации протекают одновременно и сбалансированно. Межкультурная адаптация предполагает, что человек достигает соответствия с новой культурной средой. В этом случае можно говорить о внутренней стороне адаптации, выражающей в чувстве удовлетворенности и полноты жизни.
и внешней стороне, которая проявляется в участии человека в социальной и культурной жизни новой группы. В целом спектр результатов адаптации может быть весьма велик. От очень успешных приспособлений к новой жизни до полного краха всех попыток добиться этого. Взаимный обмен культурными ценностями является мощным средством укрепления взаимопонимания и взаимного уважения между народами. Многообразие современного мира с его проблемами и противоречиями также является условием дальнейшего прогресса и диктует необходимость изучения вопросов межкультурной коммуникации. Сегодня международный культурный обмен не только продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к расширению масштабов и форм взаимодействия культур народов мира, но и становится необходимым условием движения по пути прогресса. Широкие контакты между народами и различные современных средств коммуникации в значительной степени упрощает возможности обмена информацией. Ныне трудно представить себе даже самый удаленный уголок Земли, который был бы полностью отрезан от общения с окружающим миром, в той или иной степени не испытывал бы на себе влияние мировой культуры. Благодаря тому, что движения человеческой мысли и духа могут быть использованы для блага всего человечества, возможно расширение самых сложных проблем мирового сообщества. Реализация такой возможности зависит от того, насколько быстро и эффективно будет налажено международное сотрудничество в интеллектуальной среде. Сегодня, как утверждают специалисты, именно культура, благодаря своему огромному общечеловеческому потенциалу, способна стать тем объединяющим пространством, где люди различных национальностей, языковой, религиозной, возрастной, профессиональной принадлежности смогут строить свое общение без каких-либо границ, исключительно на основе взаимопонимания. Важно помнить, культурное сотрудничество должно осуществляться на основе взаимной выгоды всех участвующих в нем народов. Соответствующие обмены должны быть проникнуты духом максимальной взаимности. Достаточно сложно представить развитие науки, культуры, образования вне международного и межкультурного общения. В последнее время социальные, политические и экономические потрясения мирового масштаба привели к активной миграции народов, их переселению, столкновению, смешиванию, что придает вопросам межкультурной коммуникации особую значимость и остроту. Существенное влияние на разные межкультурные коммуникации оказал и научно-технический прогресс, который открыл новые возможности для общения, становление новых видов и форм коммуникации, главным условием эффективности которых является взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре партнеров по диалогу. В 21 веке, благодаря информационным технологиям, массовому распространению персональных компьютеров, скоростному развитию интернета и появлению различных социальных сетей, межкультурная коммуникация на сегодняшний день осуществляется не только посредством прямых контактов, но и с помощью глобальной сети. Эта коммуникативная среда имеет определенные правила и нормы общения и влияет на образ жизни, ценностные ориентации и поведение людей. Необходимо отметить, что влияние интернета на межкультурную коммуникацию колоссально, так как оно становится одним из основных средств общения. Интернет дает возможность общаться людям, находившихся в различных уголках планеты,
а также дает практически любую информацию и делает эту информацию общедоступной. С помощью сети интернет мы узнаем особенности менталитета и культуры страны, погоду, политические новости, способы разные самовыражения, особенности повседневной жизни. С помощью межкультурной коммуникации совершенствуются знания иностранных языков. Сегодня информационные технологии создают неограниченные возможности для межкультурной коммуникации. Люди во всех уголках планеты могут напрямую общаться между собой. При этом они могут не только переписываться, но и разговаривать. И причем разговаривать в реальном времени. Обмениваться различными файлами, фото, видео, аудиоматериалами. Такая межкультурная коммуникация важна для эффективного общения и понимания в современном мире. Она способствует глобализации и интеграции, межкультурному обмену опытом граждан различных стран, помогает воспитывать толерантность по отношению к представителям других рас и национальностей, помогает повысить уровень владения иностранными языками и, конечно, расширить кругозор. А мне интересно узнать, какими социальными сетями пользуетесь вы? И как долго и насколько правильно проводите время на просторах сети интернет? Но это, конечно, уже другая тема. Мы с вами рассмотрели лишь маленький фрагмент огромной темы межкультурной коммуникации. Позвольте вас поблагодарить за внимание. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы изучали историю и культуру своего народа и интересовались культурой других республик, стран и государств. Я родом из Республики Калмыкия, и у нас принято перед предстоящей дорогой или любыми начинаниями желать белой дороги. Это обозначает пожелание чистого, беспрепятственного и удачливого пути. Общайтесь, дружите, расширяйте кругозор и выстраивайте межкультурные коммуникации. Изучайте свою культуру и культуру других народов, ведь это один из самых универсальных языков международного общения, который также служит универсальным средством формирования толерантного сознания. Желаю вам, дорогие друзья, белой дороги во всех новых начинаниях. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о породненных городах, о движении породненных городов, разберем понятия, вспомним историю возникновения движения, механизмы, формы сотрудничества городов, современные инструменты и поговорим о совместных проектах. Само понятие «породненные города» – это два города, которые имеют постоянное сотрудничество в различных сферах на основании документа, соглашения, договора или меморандума. Сферы могут быть самые разнообразные по соглашению сторон. Это культура, спорт, история и другие. Обычно побратимы находятся в двух разных странах. Соответственно, термин сам «породненные города» или же «города-побратимы» – это более обиходное название, имеет и иностранное значение. Британский вариант – это «twin towns», что означает «города-близнецы». Американский вариант – это «sister cities», что означает «города-сестры». Итальянский вариант – это «città gemellata», это тоже «города-близнецы». Итак, с чего же началось движение породненных городов?
Термин «породненные города» или «города-побратимы» появился в 1944 году. Так впервые были названы два города, полностью разрушенные во время Второй мировой войны. Это британский Ковентри и советский Сталинград. Почему именно 1944 год? 10 июня 1944 года в местной газете The Coventry Standard вышла заметка о создании комитета уз дружбы с советским Сталинградом. Вернемся немножко к истории. В 1940 году, а именно в ноябре 1940 года, британский Ковентри подвергается ковровой бомбардировке нацистских Люфтваффе. Город разрушен, погибли люди, в сердцах людей паника, ужас и страдания. Британцы из новостей узнают, советский Сталинград подвергается аналогичной бомбардировке нацистскими Люфтваффе. И, вспоминая тот ужас, страдания своих жителей, женщины Ковентри приняли решение направить женщинам Сталинграда слова поддержки, оформив их в такую книгу или альбом. Хочу сказать, что вместе с словами поддержки ковентрийцы создали скатерть. Это просто белое полотно, на котором были вышиты подписи, имена жителей Ковентри, которые пожертвовали небольшую сумму денег для помощи советскому Сталинграду. В середине скатерти вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». И все эти сегодня уже артефакты были направлены в Сталинград через супругу посла Советского Союза в Великобритании, которая уже потом передала все это жителям Сталинграда. Представьте себе, в те времена не было средств связи, которые есть сегодня. Не было телевидения, не было интернета, не было телефонов в том объеме, в котором они работают сегодня. Вся информация получалась только из газет, бумажных газет и из радио. Соответственно, все эти новости британцы узнавали посредством вот тех сообщений, которые были им доступны. Детали того, что творилось в Сталинграде, британцы не знали. И, конечно же, сталинградцы отвечали взаимностью. Они отправляли в Ковентри ответные послания. Прошли годы, и в 2008 году в честь 65-летия отношений жители города-героя Волгограда, такие почетные жители, значимые люди города, создали сталинградскую скатерть и направили жителям Ковентри. Она также хранится в Ковентри в музее. В Волгограде все артефакты хранятся в музее-заповеднике «Сталинградская битва». И вот эти полотна, уже начинаем говорить о ковентрийской скатерти, стали символом единства и дружбы жителей городов. Сегодня более 6 тысяч пар городов скреплены договорами о дружбе и сотрудничестве. Движение охватывает все континенты. Даже существует Всемирный день породненных городов, который отмечается ежегодно с 1963 года, в последнее воскресенье апреля. В разных странах существуют организации, которые занимаются поддержкой движения породненных городов. В России на государственном уровне Федеральное агентство Россотрудничества координирует деятельность международного муниципального сотрудничества. Вместе с тем в России существует организация Международная ассоциация породненных городов МАПГ со штаб-квартирой в Москве. В Соединенных Штатах есть организация Sister Cities International, есть глобальные организации, такие как ОГМВ, это Объединенные города и местные власти, или как на английском языке это UCLG,
соответственно, вы видите. Но все эти организации, которых более 125, имеют, конечно, под собой отношение муниципалитетов и поддерживают муниципалитеты. Чтобы города начали сотрудничать, необходимо заключение соглашения. Это как такая основа для начала сотрудничества, что ли, для начала устойчивого сотрудничества. Сейчас типовое соглашение разработано, и его можно найти на официальном сайте Федерального агентства Россотрудничества, которым пользуются администрации городов и регионов Российской Федерации. Обычно соглашение составляется на двух языках сторон или городов, которые подписывают данное соглашение. Ранее соглашения составлялись в любой свободной форме, и города пользовались уже сложившейся традицией, которые были, скажем, присущи той или иной территории, скажем, предыдущими своими соглашениями или договорами, которыми они пользовались до этого. Соглашения бывают срочными, бывают бессрочными. Срочные соглашения тоже иногда это традиция в тех или иных странах. Например, обычно оно составляется на 5 лет и потом продолжается. Иногда к соглашению можно, скажем, прикрепить или составить план действий, которые города планируют реализовывать в течение этих 5 лет, направлены, например, на какую-то сферу действий, например, на школьные обмены. И в течение 5 или 2 лет города планируют, что вот такая-то школа с другой школы в городе-партнере, в городе-побратиме начнет сотрудничать и достигнет таких-то, таких-то результатов. Города взаимодействуют, как я уже говорила, друг с другом в разных формах. Это обмены делегациями, это обмены, может быть, художниками, студентами, фотографами, это культурные инициативы, это выставки, то, что, в общем-то, интересно сторонам. То есть, но помимо взаимодействия, статус побратимства подразумевает и оказание помощи тому населенному пункту, который пострадал от природных катаклизмов, техногенных катастроф и так далее. Например, в 2007 году китайский Чинду, это столица провинции Сычуань, город-побратим Волгограда, пострадал в ходе жестокого землетрясения, очень сильное землетрясение было, город был практически разрушен. Волгоград предложил городу помощь, мы принимали школьников из Чинду в Волгограде и, естественно, направил письмо поддержки. В 2020 году турецкий Измир пострадал от землетрясения, такое же письмо поддержки было направлено от главы администрации Волгограда в адрес мэра Измира. Когда в 2013 году Волгоград переживал страшные террористические атаки, от побратимов пришли письма поддержки и предложения о помощи. Весь год начала пандемии COVID-19 Волгоград и британский Ковентри, а именно жители городов, тесно сотрудничали между собой, проводили конференции, встречи, совещания, конечно, в дистанционном формате. Когда было необходимо, приглашали и руководителей городов для выработки совместных решений и так далее, то, что было необходимо. Хочу сказать, что для реализации проектов города могут создавать и многостороннее сотрудничество, куда могут входить 3 и более городов для того, чтобы реализовать тот или иной проект. В том числе для создания проекта, его описания, часто, особенно это касается европейского континента, используют понятие «север-юг».
Да, это политологический термин «север-юг», который происходит первоначально от неофициального названия «диалог север-юг». Начало данному диалогу дала Парижская конференция 1976 года по международному экономическому сотрудничеству, в которой приняло участие 27 делегаций из 27 стран. Да, то есть в рамках этого диалога развивающиеся страны выступали с требованием установления нового международного порядка, с тем, чтобы, скажем так, укрепить свои позиции в экономике, чтобы получить преференции. И, соответственно, в данном диалоге интересы Юга представляли развивающиеся страны, а интересы Севера – индустриально развитые. Вот по этому принципу термин сотрудничества «север-север» вам теперь понятно, «север-юг», «юг-юг», «юг-север», чего, в общем-то, редко бывает. Да, то есть вам это теперь понятно. С целью решения какой-то важной общей глобальной задачи города могут объединяться и даже создавать организации, да, для решения этой задачи. Так, в 1988 году была создана организация «Города-посланцы мира», главной задачей которой является создание культуры мира в своих городах. В 1982 году создана организация «Мэры за мир», главной целью которой является мир без ядерного оружия. А президентами последней являются города Хиросима и Нагасаки. Волгоград является членом и вице-президентом в обеих этих организациях. Также наш город-герой Волгоград имеет статус «Город-посланец мира». Документ, подписанный генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде. Как вы поняли, что движение породненных городов зарождалось во время Второй мировой войны. Жители поддерживали друг друга, выражали солидарность, помогали материально, отправляли средства для поддержки. Чуть позже стали устанавливаться отношения между такими городами. Это вот Сталинград и Ковентри, Сталинград и Чешская Острава в 1948 году, Хиросима, Льеж. Позже побратимство или породнение стало возникать на основе каких-то аналогичных признаков. Да, это могло быть одноименное название, например, британский Ковентри и название аналогичного места в Соединенных Штатах. Или по наличию, например, больших рек на территории. Сегодня я хочу сказать, что города начинают дружить на основе взаимных интересов. Это могут быть интересы в культуре, в экономике, в туризме, в образовании, все что угодно. И на основании имеющегося соглашения уже создаются проекты, которые успешно реализуются городами и их жителями, конечно же. Отрадно сказать, что Волгоград является основателем, что ли, или инициатором советско-французского побратимства. Это Волгоград и французский Дижон, советско-бельгийского побратимства Волгоград и бельгийский Льеж. И несмотря на то, что прошло большое количество времени, много лет с начала нашей дружбы с тем или иным городом, тем не менее эти отношения поддерживаются. Они поддерживаются администрацией, они поддерживаются и институциями, такими как университеты, школы, они поддерживаются и жителями. В чем они поддерживаются? Сейчас это поддерживается в реализации совместных проектов. Я приведу пример двух проектов, которые сегодня находятся в реализации. Проект с британским Ковентри «Цифровая скатерть Волгоград-Ковентри. 80 лет взаимной поддержки». Как вы помните, я ранее говорила, что первое упоминание о сотрудничестве между нашими территориями было в 1941 году.
И вот молодежь, инициаторы проекта «Молодежь Ковентри» и «Молодежь Волгограда» решили создать цифровую скатерть, которая объединит усилия жителей обоих городов, а именно школьников, студентов, художников, музыкантов, фотографов, в создании видов своих городов такими, какими они видят, и как бы они лично хотели представить свой город. Соответственно, специальное жюри будет отсматривать работы и на конкурсной основе, а работы победителей будут размещены на электронном ресурсе в онлайн-доступе для всех и через QR-код, который будет отображен на специальном полотне традиционной скатерти, которая, в общем-то, является символом отношений между Ковентри и Волгоградом. Будет несколько фотографий, периметр скатерти будет насыщен рисунками детей Волгограда и Ковентри. Ну и вот QR-коды будут вести на этот лендинг, да, где все могут посмотреть и на русском, и на английском языке. Проект получил поддержку фонда президентских грантов. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Лидеры перемен» и от британской стороны Twin Studios Project. Второй проект, о котором я хотела бы рассказать, это ежегодная конференция, молодежная конференция «За мирное будущее». Инициатором этого проекта с 2005 года является администрация японской Хиросимы. И каждый год в августе месяце на одну неделю волгоградские студенты, потому что участвовать в проекте можно с 18 лет только, приезжают в Хиросиму, либо же в какой-то другой город Хиросима, побратим Хиросимы, и участвуют в этой конференции. В течение недели ребята представляют свой город для других участников, смотрят на то, как представляют свои города их сверстники, и вместе решают такие задачи, что ли, о глобальном мире. Да, то есть они проникают атмосферой вот этой дружбы, взаимопонимания, которую привозят потом к себе домой. В этом году конференция проходила в дистанционном формате, и волгоградские школьники и студенты принимали в ней участие. Даже иностранные студенты принимали участие. И вот на полях этой конференции родился интересный проект, то есть идея интересного проекта между волгоградскими студентами и студентами из Хиросимы, из Японии, студентами из Ирака, Китая, Филиппин, который будет реализован, и основа этого проекта – это 50-летие отношений Волгограда и Хиросимы, которые в 2022 году будут отмечать наши города. Что я хочу сказать? Как вы, сегодняшние школьники, можете участвовать в таком, казалось бы, глобальном и серьезном движении? Все очень просто. Ну, во-первых, у вас наверняка есть социальные сети, свои аккаунты. Наверняка вы можете посмотреть, есть ли у вашего города побратим в той или иной стране, который вам будет интересен. Вы можете о нем прочитать, посмотреть, затрагивает ли ваши личные интересы или ваши идеи этот город. Вы можете написать мэру своего города или главе своего города предложение о том, что у вас такая вот идея возникла, и вы хотели бы ее обсудить с сверстниками из города побратима. Обязательно на этот запрос вы получите ответ. И, возможно, не так быстро, как вам хотелось бы, администрация вашего города свяжется со своими партнерами и предложит такую форму сотрудничества.
где вы, в конце концов, сможете реализовать свою идею, даже если она кажется вам совершенно невыполнимой и совершенно безумной, как это сделали ребята из Ковентри и Волгограда с проектом «Цифровая скатерть». Мы очень надеемся, что вот эта история движения породненных городов, самой главной идеей которой это идея мира и солидарности, найдет свое продолжение и у вас. И вы, как новое поколение, понесете ее дальше, сделаете ее интереснее, богаче, насыщеннее. И, собственно, в результате этого родятся новые проекты, которые принесут нам новых друзей, новые сотрудничества, откроют новые горизонты. И я очень надеюсь, что 24 апреля 2022 года вы в своем городе вспомните о Всемирном дне породненных городов и, возможно, отметите, сделаете пост в социальных сетях. А самое главное, помните, что мир в ваших руках. И движение породненных городов создано было именно для этого. Спасибо за внимание.